предыдущей серии. В этом ящике реально ведьминские предметы. И эти предметы очень опасны для жизни. Я, как и подозревал, что это и есть, наверное, причина катастрофы, которая здесь произошла. Мы можем сейчас взять эти предметы с тобой, отправиться куда-нибудь в лес, желательно на перекресток. Прочитаем молитву по изгнанию и уничтожим таким образом эти предметы. Нам через ворота идти. Походу мы разозлили призраков. Не знаю. Тихо. А перед началом данной серии надо сказать огромное спасибо спонсорам, которые финансово поддерживают канал. В это сложное время каналу нелегко. Монетизации практически нету. Ваша поддержка поможет каналу не только существовать, а и выпускать серии чаще. Сейчас. Мы отправились в лес для того, чтобы уничтожить проклятые предметы, которые нашли в этом страшном доме. Я впервые вижу такую паранормальную активность в здании. И эти призраки просто, когда мы забрали проклятые предметы, не давали нам вообще никакого прохода. У Тараса сейчас в рюкзаке лежит проклятая книга. Эта книга была найдена в этом ящике. Слушай, я думаю, здесь будет нормально, да? Ну, давай здесь, да, между деревьями. Это книга смерти, самая настоящая. Еще мы в этом ящике нашли очень много ведьминских предметов. Там было сено, также там были иглы и мешочек ведьминский, несколько штук. Эти мешочки мы уже уничтожили. Название книги я показывать не буду, потому что это небезопасно. Здесь какие-то ритуалы. И эти ритуалы все связаны со смертью. Вот смотри. Жесть. Я не буду показывать детально все страницы этой книги, это небезопасно, я говорю серьезно. Мы решили показать последнюю еще картинку, и здесь описание. Сверх-я. Я так понимаю, становишься каким-то сверхсильным в своей, наверное, оболочке. Да. Кто-то очень сильно интересовался этой книгой. Она была запечатана в какой-то целлофановый пакет. И что самое интересное, согласитесь, она до сих пор в идеальном состоянии. Да. А прошло уже около 9 лет. Мы не знаем, как это объяснить. Искатель призраков. Единственное, что покажем из этой книги, вот картинка черепа. Я специально накрыл кульком, чтобы не показать название. И я не говорю о том, что мы пытаемся что-то скрыть. Нет, это в целях просто безопасности, чтобы кто-то больше такого не повторял.
такой талисман меня защищает. И благодаря ему я смогу сейчас разобраться с этой книгой. Мы закончили полностью ритуал, мы вроде изгнали эту сущность, книга уничтожена. Почему говорю вроде? Потому что если есть еще какие проклятые предметы в этом здании, возможно, это не закончится так легко. Все, что я мог, я сделал. И я сделал все правильно. Что скажешь? В этот раз, реально, мы с чем-то столкнулись с таким, что просто... У меня нет слов. Я надеюсь, что мы его уничтожили, но хочу сказать тебе, братан, что такое сразу не уничтожается. Оно либо может еще остаться там, может это не все предметы. Мы проверим это, вернемся туда. Да, вернемся, сделаем сеанс ЭГФ. Подписывайтесь на канал Тараса. Смотри. Звуков пока вроде нету. Да все тихо абсолютно. Но я тебе могу сказать только одну вещь, что если сейчас нету никаких звуков, возможно, это из-за того, что эту сущность мы очень сильно ослабили. Я не помню этого стола здесь. Я вообще этого помещения не помню, абсолютно. Но я тебе скажу одну вещь. Здесь атмосфера чуть-чуть другой стала. Энергетически, знаешь, ощущаешь? Ну, есть такое. После уничтожения этих предметов здесь, ну, что-то реально изменилось. Тремя этажами выше мы нашли предметы. Если оно еще осталось, то с этого момента оно должно показывать свое присутствие. Мне так кажется, вот, именно вот по этому коридору. Ну, чисто мои предположения. Прошло несколько недель после последнего нашего визита. Может быть, сущность сейчас находится в другой части здания, понимаешь? Я просто сказал свои предположения. Помнишь? За стенкой оно было. Да. Что там? Там тишина? Да.
У меня плохое предчувствие. Я не люблю, когда, знаешь, в таких местах после паранормальной активности, когда приходишь и все тихо. Она не может так быть. Я по своему опыту просто знаю. У меня сколько в квартирах такое было, когда я пытался изгонять демона, и он просто себя перестал проявлять, а на самом деле он в квартире оставался. И потом под конец он даже нападал. Слышал звук? Первый. С подвала? Да. Она туда сейчас. Она чуть-чуть. Может быть, это и начинается проявление той самой активности. Сущность, она же не вездесущая. Помнишь, мы когда шли с чердака на первый этаж, нас преследовало. Было то сзади нас, то спереди, и нас таким образом останавливало. Ну, конечно. Смотри. Кирпичи. Их тут не было. Может быть, это последствия, когда мы отсюда убегали от сущности. Помнишь, мы звуки какие-то слышали? Может быть, сущность тогда в тот момент и взбесилась. И, кстати, забыл сказать, когда мы уничтожали предметы, ты думаешь, возможно, этого демона это не ранило? Это очень сильно роняет духов. Я хочу тебе сказать, есть такая пословица: раненый тигр опасен вдвойне. Так мне кажется, что мы его ранили, но не убили. Я с Тарасом полностью согласен, что если он ранен, он может быть вдвойне, а то и втройне быть очень опасным сейчас для нас. Поэтому я взял с собой соль на всякие случаи. Мы сейчас сделаем защитный круг. У меня есть талисман защиты. Дай сюда. Запах. Смотри, кстати, что самое такое интересное. Помнишь, мы же здесь солью все посыпали. Я не вижу остатки соли, но вот только может быть в этом месте. И помнишь, здесь была еще такая влага по кругу. Конечно. Да. Четко круг такой был в баре. Посвети, пожалуйста, по прямой.
Если паранормальная активность не прекратилась здесь, этот круг нам, по крайней мере, поможет. У меня есть еще талисман защиты, но в пределах этого круга опасность присутствует. Я уже подготовил свечу, здесь ЭГФ. Сейчас я буду выходить на связь, это примерно полчаса времени займет. Очень сильно надеюсь, что мы эту сущность отсюда прогнали. Если же нет, я думаю, духи нам дадут ответ по ЭГФу, и мы сможем понять, что здесь еще конкретно происходит и как это зло победить. Посмотри. Крыса. Поближе с ней. Ребра видно, видишь? Вообще жесть. Расскажу сейчас про этот ЭГФ. С этой колонки издается звук. Само радио расстроено. В нем нету своей оригинальной оболочки. Я его разбирал и специально сделал с него расстроенный радиоприемник. Это и есть феномен электронного голоса. То есть я примерно около месяца потратил на сборку данной конструкции. Отсюда идет провод для этой колонки. Подсоединяется сюда для того, чтобы было громче слышно призрака и более четкие были ответы с мира духов. Если здесь есть души, которые погибли в этом доме, ответьте нам. Дайте свой знак, проявите себя. Возможно, пошевелите каким-то предметом или просто выйдите с нами на контакт через ЭГФ. Души этого здания. Вы здесь есть? Конкретно в этом месте кто-то есть, где мы находимся? Пока тишина. Энергетика, возможно, какая-то сейчас будет. О, это плохо. Это очень плохо. Духи этого здания, ответьте. Вы показываете, что вы здесь есть. Дайте ответ. Прояви себя. Именно с того места было и в прошлый раз активность. Скажи, кто сейчас здесь из мира духов присутствует? Назовись. Кто ты? Ты один? Одна? Или вас много? Это снова я. Вы в опасности. Почему? Мы ж уничтожили вещи, те, что лежали на чердаке. Он вас ищет. Кто нас ищет? Скажи нам, пожалуйста, кто нас ищет? Это, возможно, это демон нас ищет, который не давал нам выхода отсюда. Что это за душа была? Это черный дух был? Вы его разбудили. И он вас хочет теперь убить. Кто хочет убить нас? Как это понять? Кто? Кто этот демон? Он рядом. Он вас ищет. Вы должны уничтожить остаток предметов. Ты слышал? Остаток предметов. Мы не все предметы уничтожили. Ты же нам сказала, что эти предметы на чердаке, смотри. На свечу. Мы пошли туда, забрали с ящика все. Какие еще могут быть предметы? Где они могут находиться? Ты знаешь? Если знаешь, дай, пожалуйста, ответ. Эти предметы он охраняет. Он их постоянно перемещает. У него есть помощник. Ведьмак. Какой ведьмак, представляешь? Я думал, только тут один демон и все. А прикинь, тут его помощники есть еще. Тут ведьмы. Они выпустили, значит,
демона. Ты же видел эти ведьмовские мешки, которые мы уничтожили. Это уже было понятно, что здесь оборудовала ведьма. Но я думал, она одна. И я думал, что она уже давно умерла. Послушай, мы не хотим тебя долго задерживать. Скажи, ты как призрак, ты тоже в опасности от этой ведьмы? Что-то может зависеть? Она может как-то повлиять на твою душу? Этот демон может как-то влиять на вас в этом здании? Ну, конечно, может. Вот поэтому я вас попросила помочь. Мой брат сейчас страдает. Этот демон не хочет его отпускать. Он его здесь мучает. Мы в опасности. Мы можем застрять здесь на вечность. Помоги нам. Я тебя понял. Смотри, нам надо постараться в следующий раз сюда прийти и искать. Предмет снова. Да. Надо сейчас кое-что еще у нее узнать. Пожалуйста, скажи нам, а вот этот ведьмак, который сюда приходит с этими ведьмами, сколько их и как часто они сюда заходят? Они сюда заходят каждую неделю. Они приходят и наполняются энергией. Они очень сильные. Слушай, а скажи еще такой вопрос. Ого, видишь? А этот ведьмак сделал заклятие и положил в этот ящик. Это из-за него, возможно, произошел обвал. Он в этом имеет какое-то участие? А как конкретно мы можем остановить ведьмака? Он рядом. Не страшно. Твою мать, а! Чувак, ты видел? Он там! Все, с той комнаты активность вечна. Смотри. Ты слышал, он сказал, что наши души будут его? Это его слова были? Почему вот именно с той двери активность? Почему? Мне кажется, что там все-таки предметы сейчас там находятся. Мне так кажется. В прошлый раз, сейчас еще больше активность оттуда. Я не знаю. В конце этот голос меня еще шокировал просто. Тихо. Камера не фокусируется. Я смотрю, через камеру какие-то урбы летают. Смотри. Ага. Офигеть. Это призрак того человека, что мы связались. Да нет, тут походу ни одна душа, и камера не фокусируется. Послушай. Камера вообще не хочет фокусироваться нормально. Может... О! Может быть, он сейчас там, по прямой. Ты понимаешь, если сейчас мы выйдем с круга, он на нас может напасть. Стоит ли вообще идти? Не знаю. Я там что-то впереди вижу. Или это глюк камеры, или что-то по прямой, вот. Держи камеру. Ни в коем случае пока ее не выключаем. Вот это все. Все снимай. Снимаю дверь.
Да, сосредотачивайся на двери. Там что-то есть. Движение какое. Здесь есть движение, есть. Понимаешь, сюда оно не заходит. А вот там движение... Потому что мы здесь в защите сейчас находимся. Меня волнует сейчас другой вопрос. Я вижу это. Пипец, я вижу силуэт. Через камеру? Силуэт вижу. Я глазами не вижу. Вот какой-то такой, знаешь, невысокий маленький силуэт ребенка. Вот. Вот, посмотрите. Вот, точка. Вот. Вот руки. Прям стоит вот в той комнате после порога. Я вижу, да, вот смотри, вроде это как туловище. Да, Сейчас да. я уберу палец. И стоит и так смотрит на нас просто. Серьезно, на. Он плечи даже видно чуть-чуть, знаешь, прозрачные. Если мы сейчас выйдем отсюда, походу нам будет. Школу достал, я не знаю. Да. Так вот почему двери шевелились. Так, держи. Снимай. В ту часть. Я сейчас возьму свечу церковную. Она реально сюда пытается прокрасться. Она есть еще там? Свечу зажег, она исчезла. Да? Угу, слабеет. Мне так страшно. Уходит, чувак. Да. Просто так отдаляется, знаешь, спиной отдаляется туда, вот вглубь. Так, выходим на отсюда. Давай, открывай двери пока стоять. На выходе аккуратней, на выходе. Нам повезло выбраться из здания без всяких происшествий. Мое личное мнение, что этот демон сейчас очень стал слабым. На камеру вроде бы видели какой-то силуэт, но сейчас мы пока запись не смотрели. Что скажешь? Ну, ты понимаешь, что оно прям рядом возле нас было, понимаешь? Если бы не амулет, я не знаю, мы бы не выбрались, понимаешь? Мы бы не выбрались. Эгеф был с той же девочкой, что и тогда. Честно, братан, я думал, что мы его уничтожили, но нет. Как начала она говорить про ведьмаков, это просто... Я не знаю, как мы с этим справимся.
Да я сам не понимаю. Я с тобой согласен, нам надо становиться еще сильнее, потому что в том подвале какая-то действительно чертовщина происходит. Хочу тебе сказать, что этот силуэт, когда стоял у порога, он прям наши силы вот прям вытягивал в этот момент. И нам все холоднее и холоднее становилось. Ощущал, да? У меня начали дрожать руки, сердце скакало вот просто. Холодно вспоминать. Вернемся сюда еще. Нам надо отдохнуть с тобой.